Ребята, продолжаем нашу прогулку. Мы с вами все еще в городе Таранто находимся, только уже не в старой части города, а мы пришли в более новую часть. Это уже не Читавеккья, и хочу погулять здесь немножко и показать вам, как это все выглядит. Новый город. А это огромное здание Палаццо дель Говерно. Ну, наверное, как муниципалитет. Может быть, сюда, когда поставила трена, сюда, может быть, была Кастеллана. Кастеллана? Может быть и так. А это, наверное, Нептун нарисован, да? Ребят, сейчас мы будем с вами гулять по более новой части города, по более современной застройке Таранто. Но это все еще исторический центр, но уже не Читавеккья. Мы уже устали, мы много ходили в этот день, много чего видели, поэтому буду немногословно. Ну, просто вам покажу, что мы видели, где мы ходили. Вот этот более современный центр Таранто мне тоже очень понравился. И вообще Таранто, конечно, на меня произвел впечатление, поэтому я всем рекомендую сюда съездить хотя бы один раз, вот так вот погулять, посмотреть, что за город такой. Сюда очень купаться. Сюда купаться? Сюда можно? Я думаю, нет или да. Нет или да. Я не думаю никого. Не смогу думать, чему. Наверное, вон там можно купаться. Вон там вот. Где? Ну, туда, аванти. Видишь, там зонтик есть? Где же? Далеко, далеко. А, туда, может Да, быть, да. не думать. А сюда, может быть, никакие бани. Да. А здесь, ребят, симпатичнее. Мы идем по новой части города. Мы ищем кафешку. И здесь как-то веселее, вы знаете, хочу сказать. Такое время, что все закрыто. Панифичо закрыто. Фокачерия закрыта. Так, где у вас тут кафе? О, наконец-то, Розалия, мы нашли. Жду. Ребят, 3:30, и все везде закрыто. Мы не можем найти бар с мороженым или какую-нибудь джелатерию. Ой, какое интересное Где место. маленькая кухня? Вон там, Кучино Пикколо, смотри. Где? Вот, Розалия, вот тут, вот. А вот это розовая, это кроватка, да? Да. О. Прикольно. Бэби, мама, смотри, порцеллини. Ну, как интересно, что это за магазин такой? Все такое миниатюрное. Ну что, опять же идем. Кругом пустота. Ищем мы мороженое. Смотрите, пустые окна. Что там, реконструкция какая-то идет, что ли? Так, это какая-то пешеходная улица. Но здесь точно должен быть какой-то открытый бар. Сейчас мы точно найдем мороженое.
Так, друзья мои, мы находимся в городе Таранто на улице Дакуино, Виа Дакуино. Ну, что хочу сказать, так как у семьи моей фамилия Дакуино, дочки мои Дакуино, муж мой Дакуино, то есть можно сказать, что это, наверное, моя улица, да? Улица эта пешеходная, очень даже симпатичная. Сейчас с вами тут пройдемся. Видите, она начинается там с фонтана. Я не знаю, туда дальше она тоже, эта улица идет или уже другая. Розаличка, идем! Розалия! Розалия Дакуино, vieni qua. И пойдемте с вами немножечко пройдем по этой улице. Видите, какая красота. Солнце печет прямо в глаз. Здесь магазины, пешеходная улочка. Знаете, я пойду только в тенечек. Я не буду идти по центру. Сейчас купим это, окей. И потом идем товары лошадки. Если ты не капричи, то потом товары Arancione amaretto, allora piccola paschetta, un po' di mango идут женщины, и у них написано «Я люблю Таранто», видите? I love Таранто. Да, кстати, там я увидела, смотрите, какая красота. Я взяла мороженое фисташковое и фики, то есть финики и мандорли, это миндаль. Ой, вкусно, сейчас будет капать. Все, всем пока. Кремина Вена. Маэстро дель джелато итальяно. Обалденной вкусноты мороженое, ребятки. Так вот здесь написано Виа Томмазо Николо Дакуино. Вот кого это улица. Не моя. Томмазо Николо Дакуино. Жалко, что у них столика нету тут. Да. Давай. Я тебя снимаю. Ты же во время видео можешь сделать фотографию. Ой, чем ногой? Руки заняты. Дай мне. Так, ну что, тебя слухать? Да. А что это нажимать надо, я не знаю. А там есть рядышком. Все, я сделала, уже поздно. Спасибо. Так, перерыв на фотки, потом... капает. Мне тоже. У тебя тоже. Пойдемте сядем где-нибудь, а? Кстати, здесь есть очень знаменитые, говорят, что даже в Таранто стоит приехать только из-за того, чтобы посмотреть этот музей, археологический музей, где находится золото Таранто, которое до нашей эры сделано. Да? Ювелирными мастерами очень высокого качества. И, в общем, там это золото Таранто. Ну, кроме этого золота Таранто еще там можно там такие ожерелья красивые, ювелирные, да. Даже можно говорить, ну так пишут, что можно не смотреть ничего в Таранто. Только этот музей. А вот этот музей уже стоит приехать сюда только из-за того, чтобы посмотреть этот музей. Слушай, смотри, какая прелесть. Сантиметр, типа сантиметровая лента. Видишь, какой браслет? 13 евро. Конечно, каждый день. Ну, может быть. Выходим на величественную набережную, на этот мост, который соединяет старый город и новый город, и вот опять джелатерия, наконец-то. Сколько теперь этих джелатерий? Да, вот где надо было искать. Сразу надо было начинать отсюда. Наш Кто ж поход. знал? Ой, а что это такое? Смотрели, что ли? Я смотрю. Мне буду лошадей товары. На площади ты думаешь, что там будут танцы? Не знаю. Не знаю, доченька. Вот джелатерия. Может, там блинчики, йогурт. Я так понимаю, вот это вот была башня пятая, которую разрушили для того, чтобы сделать этот мост.
и расширить вот этот канал. О, смотри, можно покататься, наверное. Да, Вау. вот красиво, вот красота, Да, вид здесь, конечно, красивый. красиво, шикарно. Первый раз я дошла до Так, а вот это наша тачка на сегодня, видите? Наша крутая тачка. Женя с мужем ездят на вот таком кампере. Дом-машина. Сегодня обещала Розалике, говорила, мы поедем с тобой в путешествие на домике с колесиками. Она не понимала, как это. Ну, вот как-то так. Так что, если вы хотите проехать по Апулии на домике с колесиками, да, то обращайтесь к Жене. Оставлю ее контакты под видео. А это вот я. Поедешь в домике с колесиками? Вот в этом домике поедешь? Еще сказала, да? Давай еще. Ну, вот такой вот домик на колесиках. Очень даже было удобно и комфортно. Так, в общем, у нас тут еще одна проблема нарисовалась. Недовольная девочка. То мы ходили полдня, искали ей мороженое. Почему-то так совпало, что нам не попадалось на пути в старом городе никакая джелатерия, и потом и в новом городе что-то все было закрыто. Но в итоге мы нашли очень даже классное мороженое. Такое прям настоящее итальянское, мягкое, суперское просто. Вот. А потом Розалия видела возле старого города на набережной, она там каталась на каких-то качельках-карусельках. И вот ей, в общем, надоела вот эта вся ходьба вместе с нами. Она хотела вернуться туда на качельки-карусельки. Поэтому мы, прежде чем отправиться обратно домой, снова перешли этот мост, прошли вдоль набережной и вот вернулись на эти качельки. В общем, вот такой я увидела город Таранто. Я надеюсь, что вам было интересно. Я обязательно оставлю внизу ссылки в описании этого ролика. Ссылки на первые несколько частей этой прогулки, где мы гуляем именно по старому городу, по старой части, там, где были в продаже дома за 1 евро. Вот здесь, в этой более красивой, более современной части города, я думаю, что тут домов за 1 евро не было. Ну вот таким вот мы увидели город Таранто. И я надеюсь, что вам понравилась вот эта такая поездка. Кто-то написал в комментариях на Яндекс.Дзене под одним из видео, что «А почему вы поехали с Женей? Что, самостоятельно поехать не могли? Денег, что ли, ездить нету?» Ну, я не знаю, это рука-лицо такие комментарии, конечно. Ребят, я могу самостоятельно поехать куда хочу, по всей Европе. Но одному это же не так интересно. По-моему, как-то в компании веселей. Ну и плюс я немножко ленивая. Тяжеловато на подъем, поэтому мне надо, чтобы меня кто-то с какого-то бока подпинывал. Вот Женя меня подпинала и как бы вывезла на прогулку, вот так можно сказать. Под предыдущими частями там тоже много чего написали. Ребята, кто живет в Таранто, написали свое мнение. Кто не живет в Таранто, тоже написали свое мнение. Так что проходите, читайте. Мне в целом город очень понравился. Он очень запоминается. Видно, что у города большая история. Видно, что у города богатое прошлое. Старый город я увидела немножко заброшенным. Новый город я увидела немножко в строительных лесах, потому что сейчас у нас идет программа 110, бонус 110%, то есть если вы выполняете какие-то ремонтные работы, реставрационные работы, то вам государство в течение какого-то времени потом может вернуть
какую-то часть затрат в виде скидки на налоги. В общем, на самом деле это гораздо сложнее, чем я рассказываю, но это так, в общих чертах. Поэтому в этом году этот бонус составляет 110%, который возможно будет вернуть потом в течение некоторого времени в виде скидки на налоги. И поэтому очень многие пользуются моментом и стараются именно в этом году сделать максимум возможных работ. Настолько много сейчас ремонтируют домов, что не хватает строительных бригад, не хватает строительных компаний. В какой город Италии вы сейчас не приедете, он будет весь заставлен строительными кранами, и дома будут все одеты вот в эти строительные леса. Многое все-таки нам удалось посмотреть, и ребята, кто живет в Таранто, Яна, кстати, та самая Яночка, итальяночка, написала в комментарии под одним из видео, что раньше город выглядел раньше город выглядел хуже, сейчас уже начали его восстанавливать, начали его реконструировать, и как-то так просто получилось, что я не натыкалась ни на одно кафе. Может быть, я в такое время приехала, может, я не по тем улочкам пошла, понимаете, это что же надо места знать рыбные, да? Мы как бы гуляли просто вот куда глаза и ноги ведут, туда мы и шли, и, возможно, не по тем местам ходили. Яночка говорит, что сейчас город уже оживает, и будем надеяться, что дальше у города Таранто все будет только лучше. С каждым годом лучше и лучше. Все, мы отправляемся домой, погуляли по Таранто, очень было здорово. Спасибо Жене, спасибо Джакомо за поездку. Questo è il Bar Piccolo. Questi sono tutti allevamenti di cozze. Sì, si vede bene, bene. Ребят, это фермы, это завод. Фермы, на которых разводят мидии. Лекоци, как говорят итальянцы, они вот здесь. Видите, сколько много места занимают эти фермы. А потом эти коцы мы покупаем в рыбных магазинах. Вау, сказала Розалия, вау, фермы, на которых разводят коцы. Или мидии по-нашему, черненькие. Vedi il bar grande? Da quella parte c'è il sole ed è difficile la ripresa. E comunque. No, io l'ho fatto quando andavi qua, l'ho fatto davanti. Lo vedo. Quello è Mottola, non è più Taranto. Un'altra città ormai, sì. Pontola? Mottola. Mottola. Questo è Mar Grande, sì? Questo è qua, sì. Sì, anche qua vedi che fanno Allevamento di cozze. le cozze, sì. И здесь тоже много я вижу ферм, на которых разводят мидии. Adesso finito. Finita. Adesso sta soltanto quel rosso del ferroso. Sì, sì. Taranto. Таранто, да? Ну что, мы оставляем Таранто там, пока Таранто. Сейчас проезжаем завод Илва, металлургический завод Илва. И как мне объяснили, что вот эти два ангара, очевидно, там вот и хранятся токсические отходы. Вот эти два огромных ангара. Завод большой, это целый городок. Он, получается, не в самом городе, он находится возле города Таранто, этот завод. È tutto rosso, tutto rossato. Ma sotto stavano tutte polveri di lavorazione. Даже видно, вы знаете, мы проезжаем, и было... Ой, не знаю, как камера это передаст, но очень хорошо видно, что конструкции завода покрыты сверху этой пылью. Что вот эти ангары полностью покрыты этой ржавой пылью, которую и винят в том, что в городе растет количество заболеваний онкологических. Из-за этой пыли, возможно, и пустеет старый город, пустеют другие дома. Видишь, на многих домах было,
значит, разрушаются балкончики, они пустеют. Ну, какое-то вот такое вот впечатление. С одной стороны, город живой, а с другой стороны, видно, что он и не совсем живой. Вот сейчас вот я вижу на этих ограждающих конструкциях тоже вот эта ржавая пыль. Тут руссо, тут si vede bellissimo. Видите, они розово-коричневого цвета. Железная пыль. Железная ржавая пыль. Вот мы объезжаем завод с этой стороны. Он здесь. Очень похож на Бухару. Ну да, такой на возвышенности. Город Масафра. Еще один интересный город, который, конечно, надо посетить. Так, ну, сейчас едем. Я надеюсь, будет видно. Ой, там, видите, замок какой-то наверху. Вроде бы пришел. Да. Per questo è andata, ha detto che dopo Taranto siamo... Ma purtroppo abbiamo speso tutto il nostro tempo, abbiamo passato in Taranto. Il tempo per oggi è finito. Масафра. Да, да, есть что посмотреть, наверное, тоже в этой Масафре. Что-то un'altra città vecchia. Sì, lo vedo. Questa magari cattedrale. Вот это я имею в виду, я же можно заехать. Я услышала, да, Женька, я поняла. Женя думала, что мы успеем еще и в Масафре в этой погулять. Но получилось так, что мы провели много времени в Таранто и уже никуда, наверное, сегодня не заедем. На сегодня все. Такой городок на возвышенности, на горе Масафра. Видите, на овраге стоит. Огромное спасибо всем за просмотр, спасибо, что провели это время со мной. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Если вам понравилось, ставьте лайки и увидимся в следующем видео. Чао-чао, тут всем пока-пока.